Атака неизбежна? Вашингтон уже держит палец на спуске. Президент сделал заявление о начале бомбардировки. Реальная угроза или попытка отвлечь внимание? Эпштейн вспоминает о Путине в своих документах. Такая информация озвучена впервые. Серия громких отставок в Европе. Москва стянула войска к границам. НАТО работает над планом по сдерживанию. Когда начнется штурм? В России заговорили о смерти Путина. Жесткое заявление о поражении в войне и финале для Кремля. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 2 февраля. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире Нехта, я Алексей Бурлаков. Поехали. Дрон ударил рядом со служебным автобусом, и это был автобус с людьми, которые просто ехали на смену. В Павлоградском районе Днепропетровщины, по предварительным данным, погибли 12 человек, еще 7 ранены. Детали уточняют областные власти. В профсоюзе горняков считают, что целью было угледобывающее предприятие и транспорт с работниками шахты. По их данным, россияне применили 4 шахеда. То есть речь об ошибке не идет. Напряжение растет, и мир сейчас надеется на переговоры, ведь президент пообещал, что они начнутся. Дональд Трамп заявил Fox News, что Иран ведет с США серьезные переговоры и намекнул, сделка еще может остановить удары. При этом он подтвердил, что к Ирану уже идет большой флот, а союзников о возможных планах не информируют. Цитирую: «Если рассказать, это почти как рассказать вам». Конец цитаты. В Иране тоже не молчат, там напомнили, что готовились к этому моменту со времен исламской революции и готовы ответить на все удары. Когда вы слышите, как они говорят о войне, мол, прилетим на таком-то самолете или на таком-то самолете и сделаем то-то и то-то, это не новость. Американцы и раньше неоднократно нам угрожали, говоря, все варианты на столе, а это включает и вариант войны. Но иранский народ не запугать этим, иранский народ не будет взбудоражен этими угрозами. Мы не инициаторы и не хотим нападать ни на одну страну, но иранский народ нанесет сильный удар любому, кто нападет на него. На этом фоне президент Сербии Александр Вучич заявил, что атака США по Ирану неизбежна в ближайшие 48 часов, но никаких подтверждений этому от крупных мировых агентств нет. И отдельно Вучич связал публикации по делу Эпштейна с попыткой отвлечь внимание перед ударом. Это его версия, не факт. Когда появляются подобные бессмыслицы, как это было когда-то с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорит ли это решение, я почти уверен. Кроме того, Вучич в ближайшее время ожидает еще какие-то важные события. Ждем? Давайте попробуем предположить. Пишите в комментарии, что думаете, что же произойдет в ближайшее время. После этого события кажется, что политиков честных не бывает, может, никогда и не было, но потом выключаешь эмоции, и это ощущение никуда не проходит. Самое интересное, как всегда, в конце, а сейчас давайте введем в курс дела. Министерство юстиции США выкатило финальный массив файлов, больше 3 миллионов страниц, около 180 тысяч изображений и примерно 2000 видео. Замглавы ведомства Тодд Бланш говорит, прозрачность завершена, часть данных закрыли ради защиты жертв. И вот тут начинается политика. В Словакии после публикации ушел в отставку советник премьер-министра Роберта Фицо Мирослав Лайчак. Всплыла его переписка, и скандал стал токсичным. А в Великобритании премьер Кир Стармер публично призвал принца Эндрю давать показания в США по связям с Эпштейном. Файлы, может, и без новых обвинений, но шум от них уже с реальными последствиями. И теперь самое интересное. Из этих документов следует, что Джеффри Эпштейна якобы называли управляющим состоянием Владимира Путина. На это обратило внимание агентство. Там же говорится, что Эпштейн оказывал аналогичные услуги Роберту Мугабе, а в свежей порции документов имя Путина упоминается 1055 раз. Особенно плотно он писал на тему вероятной встречи с кремлевским диктатором, бывшему генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду. Упоминал ужин в Париже, где должен был быть Билл Гейтс, просил объяснить Путину про более продвинутую версию биткоина, а позже писал, что хотел бы встретиться и с Путиным, и с Сергеем Лавровым. Состоялись ли такие встречи, из документов не ясно.
На северо-западе России снова оживает то, что годами выглядело заброшенным, и это не про косметический ремонт. По снимкам видно, что речь о подготовке под крупное развертывание войск у границы с НАТО. Финские медиа публикуют спутниковые кадры за январь 26-го. В районе Петрозаводска начали приводить в порядок советский гарнизон «Рыбка», который с 90-х почти пустовал, и планируют строить новые казармы примерно в 160 километрах от границы с Финляндией. Финский военный эксперт Марко Эклунд связывает эту площадку с 44-м армейским корпусом, созданным в 2024 году. Потенциально это плюс до 15 тысяч военнослужащих, хотя сейчас основная часть корпуса воюет в Украине. Властям Карелии эта история тоже нужна, не только в военном смысле. Они прямо говорят о притоке семей военных и новой гражданской инфраструктуре вокруг. В гарнизоне Лубче-Савино по планам должны завершить около 10 новых зданий под артиллерийскую и инженерную бригады, ориентировочно на 2000 человек. И спутниковые снимки показывают, как стройка развернулась с мая 2025 года. На этом фоне Петрозаводск уже выглядит как узловая точка. На авиабазе Бесовец размещены около 80 истребителей. Рядом склад техники примерно на 2000 единиц советских танков, машин и артиллерии, а также радиотехнический полк. Прямых признаков немедленной подготовки к удару по Финляндии пока не видно, но логика на годы вперед читается без труда. Инфраструктуру подтягивают заранее, объясняя это ответом на вступление Финляндии в НАТО, пока боеспособные части заняты войной в Украине. Приятных новостей не будет, если не готовиться к худшему. Такую логику озвучивают в Германии и готовятся как раз к плохим новостям. Борис Писториус говорит прямо: Германии нужна новая техника и оружие не для галочки, а на случай войны с Россией. И тут я сейчас процитирую не Вилли Бранта, не Курта Шумахера и не Германа Шмидта, а Мартина Лютера. Из унылой задницы веселый путь не выйдет. Нам ведь не помогает, если мы постоянно ходим с опущенной головой и заламывая руки, жалуясь, как все ужасно из-за врагов демократии. Нет, дело ведь в нас самих. С такой страстью мы отстаиваем эту демократию. Писториус призвал не впадать в ступор из-за роста военных расходов. Оптимизм – да, но не наивность. Решимость – да, но без самообмана. Его логика достаточно жесткая. Хочешь мира – плати за оборону сейчас, иначе потом заплатишь куда дороже. «Сделка почти готова», — говорит Трамп. «Никакой сделки нет», — отвечает Гренландия. Драка за Арктику, похоже, возвращается в новости. Трамп заявил журналистам, что переговоры о рамочном соглашении по Гренландии уже идут, и почти все согласовано, и что это очень важно для нацбезопасности. Мы уже начали переговоры, и думаю, все почти согласовано. То есть они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодное соглашение для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения нацбезопасности. Но министр экономики Гренландии публично опровергла: никакого рамочного соглашения нет, а суверенитет – красная линия. Параллельно обсуждают другой формат усиления обороны Арктики и рост роли США на острове без формального «покупаем-продаем». Силовой вариант обороны. НАТО ярко реагирует на события в Арктике. Связка Китай и Россия становится проблемой. Командующий Альянса Алексус Гринкевич напоминает, они все чаще ходят вместе и по морю, и в воздухе, включая совместные дальние патрули бомбардировщиков. Поэтому НАТО подкручивает свою готовность и ищет, как усилиться в Арктике. Одна из наших задач — думать не только о том, что происходит здесь и сейчас, но и о том, как это все будет угрожать нам в следующем летнем цикле и через лето. Поэтому некоторые меры, которые нам нужно принимать в Арктике для усиления безопасности, это долгосрочные проекты. Все это постоянно находится в поле нашего внимания, и мы постоянно стараемся усиливать наше присутствие. И тут же Гренландия, из-за которой трещит нерв у союзников. Дональд Трамп резко отступил от идеи давить тарифами, отказался от силового варианта и сказал, что сделка на горизонте. А в НАТО пока ждут, куда вообще повернет эта история. Адмирал Джузеппе Каво-Драгоне признал, что Альянсу нужны четкие указания по возможному соглашению. Похоже, в Пекине убрали последний тормоз. Си Цзиньпинь, как пишет The Wall Street Journal, фактически замкнул контроль над армией на себе. После ареста генерала Чжан Юся, которого называли его давним союзником и человеком с реальным весом в системе. Для Тайваня это тревожный сигнал. Влиятельных голосов, способных спорить с лидером, почти не осталось. Но это не обязательно означает вторжение уже завтра. Аналитики говорят о другом сценарии. Вместо немедленной войны длительное принуждение Тайваня без открытых боев. Постоянно
Дистанционные учения с имитацией блокады, экономическое и кибердавление, плюс юридическая война, когда китайские законы превращают в инструмент давления на тайваньских чиновников и граждан. Власти острова уже сообщают о кибератаках по критической инфраструктуре, и на этом фоне концентрация власти в комитете из одного человека выглядит как ставка на риск, который может дорого обойтись всем. Когда один террорист, сидя в тюрьме у другого террориста, осуждает его за недостаточный терроризм, выходит очень красиво. Так Игорь Гиркин, Стрелков, сидя в российской колонии, внезапно нарисовал будущее для верхушки в Москве. Поводом стало энергетическое перемирие с Украиной, о котором в Кремле говорят как о временной мере. Гиркин пишет, никакого прощения и примирения не будет, и называет любые попытки договориться с Вашингтоном договорнячками. Дальше говорит об огромных потерях и намекает, война идет на износ, а время работает против Москвы. На этом фоне всплывает цифра из доклада аналитиков: почти 1,2 миллиона потерь у России, из них около 325 тысяч погибшие. На что рассчитывает наше руководство, я, честно говоря, не вполне понимаю. На прощение не будет его, на примирение не будет его. Все закончится, как с Милошевичем. Теперь это уже совершенно очевидно. С уверенностью теперь мы можем утверждать только то, что Гиркину в тюрьму новости таки попадают, но ирония в том, что сам Гиркин уже осужден в Гааге заочно по делу MH17, а в России получил 4 года за посты с критикой властей. Теперь он ругает тех, кто его посадил, и пугает их судьбой Балкан. Отдельным сборником, как сборник анекдотов, скоро можно будет издавать «Угрозы Медведева». Он, как обычно, не хотел ничего говорить, но раз уж заставили, то держите. Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Вот я даже сужу, потому что коллеги там пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, Аннушка уже пролила масло. Вот. И, значит, головы ему не сносить. А в прошлом выпуске мы с вами говорили о том, какое количество ракет и дронов Россия выпустила по Украине всего за 1 месяц, об отложенных переговорах и жестком обращении Владимира Зеленского к Европе и о новой угрозе для Пентагона от супероружия диктатора. Если еще не видели, обязательно посмотрите. Ну а мы с вами встретимся уже вечером.